Все началось с обычной операции по глубоководному картографированию. Военно-морское судно USS Hawthorne, оснащенное по последнему слову техники гидролокатором, проводило сканирование дна океана в поисках геологических аномалий или исторических затонувших кораблей. Команда делала это бесчисленное количество раз до этого. Ничего необычного. Но сегодня у океана были другие планы. «Командор, вы должны это увидеть». Голос специалиста по гидролокации Райана Колдуэлла прорезал гул корабельных двигателей. Его голос был напряженным, почти дрожащим. Командор Эрик Сазерленд, опытный офицер с 20-летним стажем, подошел к монитору. Зернистое изображение гидролокатора показало объект в форме самолета, находящийся на глубине 13 тысяч футов. Он был цел, как ни странно. «Известно ли об этом крушении?» — спросил Сазерленд ровным голосом, но внутри у него все сжалось. Колдуэлл покачал головой. «Нет данных о каких-либо катастрофах в этом регионе, сэр. Это вызвало тревогу. Каждый сбитый самолет, гражданский или военный, был занесен в официальные отчеты. Если что-то произошло в этих водах, они должны были знать об этом. Однако этого самолета не было ни в одном списке. Это был, по сути, призрак. Используя дистанционно управляемые аппараты, команда направила камеры вниз, чтобы рассмотреть его поближе. Когда темные глубины рассеялись, появились очертания давно забытого самолета. Фюзеляж, хотя и был покрыт ракушками и илом, выглядел неестественно целым. Лейтенант Марк заметил, что эта штука должна быть разбита на куски. Дэвидсон — эксперт по восстановлению авиационной техники. Большинство самолетов, которые падают в океан на большой скорости, разваливаются на части. Этот самолет, похоже, был оставлен там. По мере того, как они осматривали обломки, стали появляться новые странности. На самолете не было ни бортового номера, ни опознавательных знаков, ни какой-либо другой маркировки. Его дизайн наводил на мысль о модели 1940-х или 1950-х годов, но он не соответствовал ни одному известному военному самолету. И тут была самая неприятная деталь. Двери грузового отсека все еще были закрыты. Сазерленд почувствовал, как по спине у него пробежал холодок. Когда самолет терпел крушение, одного давления от удара было достаточно, чтобы пробить грузовой отсек. Но этот был герметичным. «Вызовите мне спасательную команду», — приказал он. «Мы поднимаем это дело. Поднятие затонувшего судна с такой глубины было нелегкой задачей. Операция требовала точности, терпения и первоклассного оборудования. На борту Хаторна была собрана команда военно-морских водолазов, инженеров и судебных аналитиков. Прибыв на место, команда подготовилась к сложной миссии. Сначала были задействованы подводные аппараты, их роботизированные манипуляторы расчищали ил и обломки. Металл, хотя и состарился, на удивление мало подвергся коррозии для того, что предположительно находилось под водой десятилетиями. Главный инженер Лаура Филдс изучила видеозапись. «Странно», — пробормотала она. «Авиационный алюминий со временем сильно подвергается коррозии в соленой воде. Он должен быть в гораздо худшем состоянии. Несмотря на жутковатую сохранность, поиски продолжались. К фюзеляжу были прикреплены мощные подъемные тросы, и начался медленный подъем. Когда самолет поднялся над поверхностью, рыбы и морские обитатели бросились в рассыпную, словно почувствовав что-то неестественное. Когда самолет наконец оторвался от поверхности, с его корпуса каскадом полилась вода.
Его осторожно подняли на палубу, где он и остался стоять, таинственно капая соленой водой. Воздух вокруг него стал тяжелее, как будто обломки принесли с собой какой-то невидимый груз. Поисковая команда стояла вокруг самолета, испытывая смесь любопытства и беспокойства. Внешний вид, хотя и потрепанный и состарившийся, все еще держался неестественно хорошо. Дэвисон провел рукой по фюзеляжу, ощущая грубую текстуру ракушек. «Эта штука должна быть разбита на части», — пробормотал он, «или, по крайней мере, иметь больше структурных повреждений. Похоже, что она каким-то образом сохранилась». Сазерленда не интересовали домыслы. «Давайте откроем грузовой отсек», — твердо сказал он. Команда работала быстро, доставив режущие инструменты и монтировки. Уплотнение держалось на удивление хорошо, для его прорыва потребовались паяльные горелки и гидравлическое оборудование. В тот момент, когда двери поддались, наружу вырвалась ужасающая вонь. Густая, удушающая смесь гниения, ржавчины и чего-то неописуемого. Боже, один из ныряльщиков поперхнулся и отшатнулся назад. Фонари осветили помещение. От того, что они увидели, у них скрутило животы. Грузовой отсек не был заполнен стандартными припасами или военным снаряжением. Он был заполнен костями. На первый взгляд останки скелета выглядели беспорядочно, слившись в неузнаваемую массу. Но когда команда подошла поближе, реальность стала гораздо более тревожной. «Это не люди», — прошептал старшина. Клэр Дженнингс, ее лицо было бледным в свете прожекторов. Сазерленд опустился на колени, счищая слой ила с одного из самых крупных скелетов. Это был длинный, изогнутый скелет кошачьей формы, но массивный, намного крупнее любой известной крупной кошки. Рядом с ним лежал череп птицы, на удивление неповрежденный, с крючковатым клювом, который наводил на мысль о чем-то хищном. Дэвидсон поднял кость и повертел ее в руках в перчатках. «Это не имеет смысла. Они принадлежат экзотическим животным». Он поколебался, прежде чем добавить: «Некоторых из этих животных больше не существует». Когда команда судмедэкспертов занялась каталогизацией останков, обнаружилась тревожная закономерность. Среди костей были кости суматранского тигра, находящегося под угрозой исчезновения. Однако его скелет был намного больше обычного. Попугай ара, птица, объявленная вымершей в дикой природе, массивный ящер, чья бронированная пластина все еще была частично сохранена, а затем был неизвестный гибрид, череп, похожий на помесь волка и большой кошки. Сазерленд наблюдал, как команда упаковывает останки. На их лицах застыло недоумение. Как, черт возьми, самолет, набитый скелетами экзотических животных, оказался на дне океана? — спросил он. Ответа ни у кого не было. Затем Дженнингс обнаружил небольшую ржавую металлическую коробку, втиснутую между двумя сломанными ящиками. Внутри была стопка документов, поврежденных водой. Бумаги были хрупкими, чернила выцвели. Но одна вещь выделялась — бортовой журнал. Сазерленд пролистал страницы, просматривая последнюю запись. Хотя последние слова были частично размыты, они пугали. Груз был небезопасен. Они солгали. Если кто-нибудь найдет это, не делайте этого. Остальная часть предложения затерялась во времени. Обнаружение бортового журнала вызвало у экипажа волну беспокойства.
Скелетные останки экзотических и вымерших животных были достаточно странными, но леденящие душу последние слова намекали на нечто гораздо худшее. Дженнингс крикнула со своего рабочего места: «Я кое-что нашла». Все столпились вокруг нее, когда она осторожно положила на стол частично разборчивый документ. На заголовке была изображена правительственная эмблема, но ее все равно можно было узнать. Министерство обороны США, 1953 год. «Подождите секунду», — пробормотал Дэвидсон. «Вы хотите сказать, что это секретный военный проект 50-х годов?» Дженнингс просмотрела бумагу. Похоже на транспортировочный лист. Это была не просто случайная коллекция животных. Их куда-то отправляли. Она указала на едва различимый пункт назначения — завод в южной части Тихого океана. Сазерленд переглянулся с командой. «Нам нужно выяснить, что это было за место». По мере углубления расследования стали всплывать тревожные подробности. Некоторые скелеты демонстрировали признаки неестественного роста, причем кости принадлежали видам, которые обычно были намного меньше, чем обычно, а теперь в 2 раза больше. На многих были видны следы хирургических вмешательств, что наводило на мысль о проведении экспериментальных операций. Больше всего пугали фрагменты существа, которое не было похоже ни на что известное науке. «Это не просто коллекция экзотических животных», — тихо заметил Дженнингс. «Это было нечто большее, что-то секретное». Худшие опасения команды подтвердились, когда они обнаружили отверстия от пуль в кабине пилота и следы когтей на грузовых люках. Последние страницы бортового журнала раскрыли ужасающую правду. Что-то происходит с грузом. Они издают звуки. Один из них все еще жив. Сазерленд собрал экипаж. «Мы заканчиваем нашу работу, но это останется между нами. Мы сообщаем о крушении, но никаких подробностей о том, кто, по нашему мнению, спасся, нет. Это никогда не покидает наш корабль». Дженнингс с растущим беспокойством посмотрела на Сазерленда. «А что насчет следов увечий?» Выражение лица командира было непроницаемым. «Сохраните останки. Я свяжусь с Пентагоном». Пока экипаж заканчивал подъем, Сазерленд смотрел на океан. Самолет был спрятан на 70 лет, и теперь его мрачные тайны всплыли на поверхность. Некоторым вещам никогда не суждено было быть найденными, а некоторые, возможно, должны были остаться похороненными навсегда.